Доброе утро! Сегодня начинается наш отпуск, и мы идем на поезд до Кракова. Почему Краков называют культурной столицей Польши? Он был у нас в списке номер 1, куда поехать после Варшавы. Краков был столицей Польши. Сегодня вы увидите красоту этого города и поймете, почему он заслуживает такого высокого звания. Обратите внимание на тайм-коды, я подписала все основные части видео для вашего удобства. Вы можете нажать на время и перейти сразу к нужной части. Это наше первое путешествие по Польше, расстояние от Варшавы до Кракова 290 километров, ехать на поезде 3 часа 20 минут. В Польше очень удобный общественный транспорт, поезда красивые, новые и быстрые. Билет мы купили онлайн. Он стоит 68 злотых на человека, это примерно 900 рублей. Вы представляете вообще, чтобы в России билет на поезд стоил меньше 1000 рублей? Я нет. Мы путешествуем налегке. До этого всегда летали самолетами и брали только 2 рюкзака, чтобы было быстро и комфортно передвигаться и не платить за дополнительный багаж. А сейчас уже не представляю, как у нас в рюкзаке все умещалось. В этот раз мы взяли только один небольшой чемодан на двоих. А вот и едет наш поезд, люди начали собираться в очередь, подходить ближе, слышно, что говорят на русском, украинском, польском и уже реже на английском. Поезд очень длинный, и так как мы первый раз ехали на нем, мы не разобрались, где наш вагон. У меня было такое чувство, что пока мы будем идти вдоль и искать наш номер, поезд уедет и мы останемся в Варшаве. Поэтому мы зашли в тот, к которому ближе стояли, и это была ужасная ошибка. Мы не ожидали, что внутри очень тесный проход. Думали, что там можно пройти без труда, но это был шок. Люди с чемоданами стоят в проходе, потому что купили билеты без мест. Я не знала, что можно ездить стоя на поезде, он ведь все-таки ездит на большие расстояния. Перед нами шла милая женщина с чемоданом, по-английски очень вежливо просила разрешить пройти. Она тоже зашла не в тот вагон и пробивала нам всем путь. Мы с ней разговорились, когда я держала ей дверь, она была так возмущена, сказала, что никогда еще не видела такого ужасного и тесного поезда и так много стоящих людей в нем. Спустя 15 минут адского пути по узким проходам с нулевым личным пространством мы наконец-то дошли до наших мест, и они оказались заняты 2 девушками. Они думали, что места свободны, но поняли, что мы хозяева с билетами и ушли стоять в проходе. Сиденья чистые, комфортные, мягкие, расстояние между ними хорошее, что очень важно. Высоким людям не придется упираться коленями в спинку соседа. Еще меня удивило, что у каждого ряда есть своя мини-мусорка с пакетом. В общем-то, здесь следят за чистотой. Уже ближе к концу нашего пути пришел контролер и просканировал билеты. Представляете, как долго он шел? Интересно, сколько безбилетников он поймал или их в Европе нет? Напишите в комментариях, что делает контролер с теми, у кого нет билета. Их высаживают из поезда или выписывают штраф, или просто продают билет на месте. Очень любопытно. 3 часа 20 минут, и вот мы в Кракове, на вокзале. На улице погода 30 градусов, поэтому нужно купить воды. Один из самых популярных супермаркетов Польши – это Carrefour, аналог Магнита или Гиперболы. 2 бутылки воды обошлись нам в 5 злотых, это примерно 70-80 рублей. Мы уже на Краковском вокзале и сейчас решили пройтись пешком до нашего отеля, потому что все находится недалеко. И по дороге я вам покажу, что здесь встречается. Это главная площадь у Краковского вокзала. Примерно это вы видите, когда выходите из него. В Кракове такие небольшие улочки и дома старой постройки, которые плотно прижаты друг к другу.
Единственное, что сковывает, это огромное количество машин, припаркованных у дороги. Ты прям чувствуешь себя зажато. Посмотрите, какие уникальные дома, какие ставни резные, от которых в российских городах стараются скорее избавиться и осовременить их. Ну и, конечно, как в любом городе, здесь есть ремонтные работы. Вот как раз сюда-то мы и попали. Цветочки и зелень растут сквозь асфальт. Электричка поехала, смотрите, какое разноуровневое движение тут организовано, чтобы не было пробок. На этом перекрестке выключены светофоры, люди проходят, когда хотят. Но это, наверное, потому что сегодня воскресенье, может быть, только в выходные так. Сейчас я вам покажу наш номер. Мы сняли апартаменты, потому что мне очень нравится, что здесь есть своя кухня, можно приготовить завтрак, поесть. Очень миленько. Ну и вот такая ванная комната с душем, раковиной, туалетом. А теперь идем, ищем что-нибудь поесть. На сайте TripAdvisor есть отзывы и оценки заведений. Смотрите, как оригинально, это же как будто бы джинсы, карман из джинс. Я всегда обращаю внимание на детали, потому что именно из них складывается такая атмосфера заведения. Поели вкусно, на 150 злотых, это примерно 2300 рублей. А теперь пойдем гулять по старому городу. В парке стоит Барбакан, это небольшая крепость из красного кирпича для обороны города. Но каких-то значимых историй с этим местом я не нашла. Если вдруг вы знаете, то напишите. Билет стоит 14 злотых на одного. Внутри просто голые стены, коридоры. Мы прошли его за 15 минут, но я думаю, что это будет больше интересно мальчикам. Обратите внимание, дорога и тротуары в один уровень. Это так здорово. Для людей с ограниченными возможностями жизнь легче. О боже, какие лошадки! У меня в детстве была книга с яркими рисунками, и они как будто вышли из нее. Очень красивый костюм у них. Впервые я встретила вот такой душ посреди улицы. Это очень классное изобретение. В жару 30 градусов это самая необходимая вещь. Вода распыляется маленькими каплями и с ветром летит на прохожих. И людям, и животным становится свежо. А сейчас мы на рыночной площади. Очень красивая архитектура. Главное место встреч. У туристов разбегаются глаза внутри от изобилия товаров. Здесь можно найти все. От недорогих сувениров до ювелирных изделий. Каждый найдет, что купить на память. Этот Мариатский костел – визитная карточка Кракова, центр паломничества католиков со всего мира. Про него ходит легенда, видите, тут башни разной высоты. Эти башни строили два брата. Первый просто позавидовал второму, что у него получалось более умело, и убил его. Поэтому башни имеют разную высоту. Но не переживайте, это всего лишь легенда для привлечения внимания. Теперь вы точно заметили, что они разные. И за углом нас ждали кони, мы решили прокатиться. В общем, Андрей увидел коней, он ни разу не катался на конях, и уговорил прокатиться на повозке по центру Кракова. Сейчас приедем. Заказали круг по рыночной площади, 5 минут стоит 150 злотых. И давайте послушаем шум 8 копыт.
Отправились в музей, который находится под землей, прямо в центре. Смотрите, какое чудо, здесь картина проецируется на пары воздуха. Очень необычно, и, честно говоря, это было единственное интересное для меня в этом музее. Если вы увлекаетесь историей и археологией, то вам непременно нужно сюда. Здесь особо ничего интересного, старые монетки, остатки сгоревших домов, слои земли с разных веков. Если вы этим интересуетесь, то вам будет полезно. Потом мы пошли смотреть на Вавельский дворец. По значимости для города и страны в целом, Вавельский замок можно сравнить с Московским Кремлем для России. Здесь на кирпичной стене написаны имена людей и фирм, которые внесли пожертвования на восстановление замка. Снизу написан размер суммы и год. А это памятник национальному герою Польши, предводителю восстания 1794 года Тадеушу Костюшко. Вход на территорию замка бесплатный, можно также купить билет на экскурсию. Краков был столицей государства в 1370 году, и Вавель был резиденцией польских королей. После заключения союза между Польшей и Литвой, Краков оказался на окраине огромной Речи Посполитой и постепенно терял свое политическое значение, уступая Варшаве, которая была расположена в центре. И в 1609 году король Сигизмунд III перенес столицу в Варшаву. Мы пошли на набережную. Обратите внимание на спуск к воде. Кто был в Челябинске или Екатеринбурге, да даже в Питере, там такие высокие каменные заборы, а тут ты можешь быть близко с природой. Ну, правда, следить за безопасностью, чтобы никто туда не шлепнулся. По пути домой Андрей решил пострелять из лука. У его соседа была очень классная группа поддержки. Это 3 пенсионера, которые приехали отдохнуть, погулять. Они очень бодро поддерживали дедушку. I used to be a professional archer. Yeah, you did. О, супер! На следующий день мы отправились в Казимиш. Кто смотрел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера»? Я думаю, вы слышали его, хотя бы название. Этот фильм получил Оскар, и он был снят на этих улицах. Вот прям здесь этот район Кракова. Именно этот район Кракова внесли в список всемирного наследия. До Второй мировой войны это был отдельный еврейский город. Сейчас он один из важных туристических и культурных центров Кракова. Но я не понимаю, почему он так изрисован граффити. Почему стены не очистили? Почему никто с этим не борется? Это же так ужасно. Такие красивые здания, дома, все-таки история здесь. И совершенно безобразные граффити, наклейки, афиши, объявления. Просто ужасно. Издалека видно этот необычный мост. Он пешеходный, его построили в 2010 году. Фигуры как будто парят в воздухе, сохраняя равновесие. Дует ветер, а они практически неподвижны. Этот мост неофициально называется «Мост влюбленных». Молодожены приезжают сюда, чтобы поставить замок на счастье. Вы верите в эту традицию? Вешали ли вы замок у себя на свадьбе и сработало ли это? Напишите в комментариях, мне очень интересно, потому что мы не вешали. Пока мы 2 дня гуляли, я заметила, что здесь почему-то есть только аренда самокатов, но велосипедов нет, а в Варшаве очень распространены велики. Мы продвигаемся к тяжелой, трагической части видео. Именно эта площадь сыграла трагическую роль в уничтожении евреев. Это место было последней остановкой жителей еврейского квартала Кракова перед депортацией в концлагеря и лагеря смерти. Именно на этой площади проходили призывы и отборы, кто едет, а кто остается. В 2005 году здесь установили 33 железных стула, высоких, и еще 37 поменьше. Каждый стул символизирует 1000 евреев, живших в Кракове до войны.
А эта аптека под Орлом, она также очень знаменитая, потому что ее владелец был поляк, Тадеуш Панкевич, но он не раз, рискуя жизнью, спасал евреев. Конечно, кого удавалось спасти. Дальше нас встретила разноцветная лестница для улучшения настроения. На каждой ступеньке написаны цитаты великих польских или зарубежных писателей. Дальше мы вышли на площадь и увидели собор. Это Санктуариум Йозефа II. Надеюсь, что я правильно это прочитала. Выглядит просто ошеломительно. Мы решили зайти в него. И, наверное, даже ничего страшного, если вы другой религии, потому что многие туристы туда заходят просто посмотреть как музей, а не на службу. А знаете, церковь, костел тоже идет в ногу со временем. Вот здесь смотрите, какая технология. Андрей только что пожертвовал 10 злотых, и вышло послание: Бог благословит тебя за принесенный донат. Узнали, что недалеко в Кракове есть озеро Закжовек. Оно очень красивое. И мы решили доехать на такси. Конечно, можно дойти пешком. Пешком это будет где-то 30-40 минут. Оно ограждено сеткой, но можно найти несколько проходов. Смотрите, какая здесь красота, покой. Очень классно. Погода жаркая, поэтому Андрей решил заодно искупаться, раз уж мы приехали. Но посмотрите, сколько здесь мусора. Безответственные туристы бросают его прямо здесь. Ну как у нас в лесу принято, ты отдыхаешь, но потом собираешь весь мусор с собой. Такие огромные кучи здесь лежат, скоро ветер их сдует в воду. Пошли искать пещеру Яскиня Твардовского. Я думала, что Яскиня это такое красивое название, а по-польски это переводится как пещера. Мы ходим вокруг да около и пытаемся найти ту самую пещеру с фотографией. Наконец-то мы ее нашли. Честно вам скажу, было очень страшно туда заходить, какая-то непонятная черная дыра. Там очень холодно, а на улице, напомню, 30 градусов. Летучих мышей здесь нет. Там были рабочие люди с фонариками, которые обсуждали какую-то проблему, поэтому, в принципе, было не очень страшно находиться внутри. И наш последний пункт. Сейчас мы идем на Капец. Это искусственный холм в честь польского национального героя Тадеуша Костюшка. Смотрите, какая кошка здесь бегает. Обалдеть! Откуда она здесь взялась? Она что, тут живет где-то? Билет стоит 14 злотых на одного и дает вам право посмотреть холм, забраться туда наверх и посетить музей восковых фигур. Подниматься тяжело, но виды Кракова оттуда прекрасные. И можно, в принципе, находиться там сколько захочешь, потому что время у тебя не ограничено. Я вроде высоты-то не боялась никогда, но вот сюда поднимаемся и прям куда-то меня уводит. Очень так страшно. Эти дорожки вроде тут широкие. Называется Капец. Капец, как высоко. И страшно. Хорошо, что на вершине есть забор, за который можно держаться, чтобы ветром не сдуло. Ну все, мы на вершине. Капец. Почему-то мне спускаться всегда так страшно. Мне кажется, что меня сейчас ветер сдует. И поэтому я придерживала одной рукой. Я немножечко шла в наклон и держала траву.
Музей восковых фигур, к сожалению, был закрыт, просто работник куда-то отошел, а времени ждать не было, потому что был автобус, который ходит раз в час, нужно было его не упустить, потому что у нас сегодня годовщина свадьбы, 2 года, и нас ждет прогулочная фотосессия по старому городу, улочкам в Кракове. Да, я знаю, что это видео получилось довольно большим, надеюсь, вы узнали что-то новое, насладились им, или у вас, может быть, даже появилось желание посетить этот город лично, пройтись по этим местам. Если вы досмотрели до этого момента, то оставьте в комментариях смайлик сердечко, я буду знать, кто самый стойкий, кто продержался до последних минут. Спасибо огромное за ваше внимание, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео.